Привет! Сегодняшний выпуск будет очень интересным. Особенно тем, для кого слово «путешествие» — это не просто звук. Мы отправляемся в трехдневное путешествие по южному побережью Египта. Наша цель – посмотреть нетуристические места за городком Марсала, поплавать в чистейшем Красном море без большого количества людей и добраться до крайней туристической точки страны пирамид – поселка Беренис, о котором многие даже не слышали. У нас впереди около 450 километров в одну сторону, столько же обратно. Дороги практически без машин, остановки в диких местах и уединенных отелях. Я приглашаю вас вместе со мной, и вы увидите, каким удивительным может быть Египет за территорией All Inclusive. Первая остановка в Марсала, поселке, известном любителям дайвинга всего мира. Сюда приезжает турист, который точно знает, чего хочет. Здесь вас ждет шикарное море и нереальные коралловые рифы. Это единственная достопримечательность здесь. Сам городок, исключительно отели и районы, где живет обслуживающий персонал. Первая полноценная остановочка у нас в Марсалове. Дорога заняла порядка 3 часов. Около 7 утра мы выехали из Хургады, и вот сейчас 10. Мы решили выпить кофе. Резюмирую, кофе был вполне себе неплохой, но египтяне же бы не были египтянами, если бы не старались тебя на всем просто обмануть. Цену сразу не чуть-чуть больше, а тупо вдвое на чашке кофе. Эх, даже несмотря на то, что я говорю по-арабски, никого это не останавливает попытаться нас обмануть. Но этот номер с ними не проходит. В общем, отправляемся дальше и держим вас в курсе. Наш путь лежит по южному побережью. С одной стороны, бескрайняя завораживающая пустыня. С другой – море, от которого невозможно оторвать взгляд. Здесь оно очень отличается от того, которое мы привыкли видеть в Хургаде. Дикое, шумное, с белыми барашками, бегущими по немыслимым оттенкам синих морских просторов. Хочется останавливаться каждый километр и любоваться потрясающими видами, без городов, отелей и людей. Хочется снимать, фотографировать и впитывать в себя всю эту настоящую, мощную силу чуда Египта под названием Красное море. А мы отправляемся дальше. Впереди у нас бескрайняя пустыня, периодически мы делаем остановки, фотографируем и наслаждаемся настоящим нетуристическим Египтом. Это преимущество частной поездки. Можно остановиться где угодно и когда есть желание. А вот и неожиданная встреча – верблюды. Несмотря на то, что выглядят они как дикие, в Египте корабли пустыни стоят дорого. Диких верблюдов здесь не встретить. И эти мирно пасущиеся симпатичные создания точно имеют своего хозяина. А вот и отель, который на одну ночь станет домом для нас в этом путешествии. Полный обзор на Вади Лахми вы найдете по ссылке в описании. Здесь лишь небольшое знакомство с этим очень достойным отелем. И скажу, что среди всех египетских резортов, а я была за 7 лет жизни в стране пирамид много где, этот у меня останется в топе самых запоминающихся, атмосферно, уединенно, идеально для дайвинга. В 12 часов дня на следующий день мы выселились и отправились дальше. Мы добрались до крайней туристической точки этой страны, а дальше иностранцам дорога закрыта. Но мы об этом знали, поэтому разворачиваемся и держим путь в заповедник Вади-эль-Гамаль. Первая остановка – Мангров-Бич. Уникальные мангровые заросли, которых здесь много, дали название этому месту. Оно не дикое на 100%, немного заточено под такого эксклюзивного туриста, как мы, но выглядит невероятно атмосферно. И вокруг никого. Это просто нечто. Мангровые деревья – удивительное творение природы. Только они могут питаться соленой водой и при этом опреснять ее. Здесь они больше напоминают мангровые кусты, но увидеть было очень интересно.
Напомню, концентрация соли в Красном море огромна, лишь мертвая опережает его по этому показателю. Место оставило потрясающее впечатление. Мангровые заросли, бирюзовая лагуна с белоснежным песком. Кроме нас никого, лишь стая крабов, бегающая по берегу, и несколько бедуинов, которые предложат вам специальный кофе в атмосферном кафе на берегу. Опять летим по бескрайней дороге, и на пути у нас Хан-Кораб-Бич. Здесь мы будем плавать. Море здесь уникальное. Оттенки синего, которых я больше нигде не встречала. Белоснежный песок, и вокруг ничего и никого. Хотя иногда сюда туристы заглядывают. К слову, в абсолютно дикие места в Египте просто так вы не попадете. Обычно нужно специальное разрешение и сопровождающий гид-египтянин. Дикие места в стране пирамид совсем не безопасны. Помните об этом. Мы спешим к месту нашей следующей ночевки. Не хочется задерживаться в дороге, ведь в Египте ночь наступает быстро, как по щелчку выключателя. А трассы здесь практически везде не освещаются. Со вторым отелем у нас вышли легкие недоразумения. Бронировали мы его вчера вечером уже поздно и не досмотрели некоторые нюансы. Оказывается, он на второй линии. Сейчас будем разбираться, что и как, и вообще есть ли здесь море, потому что оказалось, что с дороги прямо оно кажется очень далеко. Ну, я думаю, что все будет хорошо. На эту ночь нас приютил отель Aurora Bay. Полный обзор вы найдете по ссылке в описании, но небольшой спойлер. Эта четверка оказалась на порядок хуже тройки, в которой мы были накануне. Но рассвет был прекрасен, даже с балкона в отдаленности от моря. Планировалось встретить солнце на пляже, но со второй линии идти до моря в темноте оказалось как-то не очень. Сам пляж мне тоже не понравился, как и заход в море. Зато цапли были прекрасны, особенно редкая черная. И вновь дорога, серая бесконечная лента, убегающая в пустыню. А у нас на пути красивый туристический городок Порт-Галип. Удивительно чисто, современная новая дорога, аккуратные дома в едином архитектурном стиле, ровные вереницы высоких, стройных пальм, приветливо шелестящих зелеными верхушками. Как будто это вовсе не Египет. Аккуратные красивые каналы с венецианскими мостиками. И кафе, ресторанчики, магазины, сувенирные палатки в восточном загадочном стиле. Роскошные яхты, отели, пляжи, много зелени. Все так, как должно быть в красивом туристическом центре. Цены соответствующие, больше рассчитаны на европейского туриста. По архитектуре немного напоминает Эльгуну и Сахалгашиш вместе, но что-то свое здесь есть, возможно, потому что для меня это совершенно новое место. Нравится, ничего не могу сказать. Жаль, далековато от Хургады, просто так прогуляться сюда будет не сильно удобно ехать. Поэтому пока есть возможность, гуляем, смотрим, ну и сядем пообедать заодно, почему нет? Для меня казалось огромной неожиданностью, что марина в маленьком Порт-Галип куда больше, красивее, ярче и интереснее, чем в популярном курортном городе Хургада. Мы не спеша бродили по этим восточным улочкам, напоминающим сказку про Аладдина. Заглядывали в сувенирные лавки, общались с продавцами, удивляя их своим небольшим знанием арабского языка.
Порт Галип – курорт не из бюджетных. Красиво, дорого, богато. Да, в Египте тоже такое есть. Интересно? Оставлю обзоры на несколько лакшери мест в описании к этому видео. Очень не хотелось, чтобы это путешествие заканчивалось, но ничего не поделать. А впереди нас ждал еще один сюрприз – местечко с необычным названием Шарм-эль-Лоли. Мы открыли для себя новый кемпинг. Это необычное для Египта направление – отдых в максимально приближенных к природе условиях. Шалаши на берегу, просторный пляж, атмосферное кафе. Сюда можно приехать просто поплавать или арендовать вот такой шалаш. Стоимость за ночь от $20. За просто побыть на пляже тоже придется заплатить, но немного дешевле. В окрестностях Хургады подобных кемпингов несколько, но чтобы добраться до них, непременно нужен автомобиль. Городской транспорт сюда не ходит. Именно в этом и прелесть подобных мест. Закат солнца нас застал в пустыне, и это было потрясающе. Итак, наша поездка подходит к завершению. И, ну что говорить, вы сами все видели. Путешествовать по Египту самостоятельно, это, конечно, непросто, но зато безумно интересно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, у меня будет для вас еще много интересного.